Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Какая женщина живет в его сердце? Это ты или другая? Смотрим внимательно, слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада. Девочки, помним, расклад общий. Мои хорошие, нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Вы, только вы творец своего счастья. Для начала делаю, девочки, сигнификацию загаданного вами мужчины. Если сейчас срезонирует, вы его узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какой мужчина пришел на расклад? Какой он? А вы, пожалуйста, подумайте о нем. Вспомните его глаза, улыбку, тембр голоса. Назовите имя. Какой мужчина? Какой мужчина пришел? Какой? Показано мне, мужчина сам по себе одиночка. Тут осознанный скорее выбор. То есть он может быть и в семье, он может быть в веселой компании окружен, там даже с друзьями. Ну, вот сам по себе, как волк-одиночка, одинокий. Для него было как гром среди ясного неба. Видите, тут молния шандарахнула макушку мужчину. Неожиданно, очень неожиданно, может быть, влюбленность, встреча с какой-то женщиной. Она была для него подарком небес. Видите, подарочек такой ленточкой перевязан, атласный. Сама по себе очень яркая, харизматичная, как райская птичка. Муза, харизматичная, она энергетически наполненная. Эта женщина заставляла его сердечко биться быстрее. Женщина, которая, в принципе, для многих является таким подарочком, лакомым кусочком. Женщина-праздник, в принципе, такая, знаете, женщина-архетип любовницы, ухоженная, красивая. Но тут женщина, которая может и привлечь изначальное внимание, но это же, этот же фокус внимания на себе удерживать. То есть это не просто, ну, там, красота какая-то, ухоженность. Это классная, сладкая энергетика. Это оптимизм, это умение поддержать, там, найти общий язык тут, в принципе, со многими, да, она может найти общий язык, поддержать разговор. Так, ну тут вот в конце все как-то пошло наискосок, наперекосяк, девочки. Тут созависимые отношения, какие-то токсичные, ну, может быть, уж не знаю. Ну, у кого-то и мужчина сам по себе такой, знаете, проблемный может быть. Знаете, из серии этих мальчики, знаете, как это, девочки-отличницы и мальчуганы, ну, разбышаки, да. Ну, смысл такой, плохие мальчики, да, что-то такое хотела сказать. Ну, тут даже не в этом дело. Тут мужчина по этой карте, это карта зависимости. Мужчина может сам злоупотреблять там чем-либо и, в принципе, склонен к построению не очень здоровых взаимоотношений. Может в отношениях там, ну, проявлять себя очень некрасиво. Где-то ревность, опять, может быть, агрессия, токсичность, в принципе, может вести себя даже, знаете, так, как собака на сене. И сам ничего не может дать женщине, да, в силу там разных взаимоотношений, ну, в разных причин. Там, может, он не свободен, она не свободна. Но даже не в этом дело. Даже если обои свободны, он не может ей дать, или не хочет даже, или не задумывается о том, что какие ей нужны взаимоотношения, чего эта женщина хочет истинно. Вот в моменте, может быть, да, это страсть, желание обладать этой женщиной, но по факту как-то там вкладываться, оберегать эту женщину, элементарное уважение, поддержка. Это не об этом. Тут больше самоутверждение, собственность, тут гордыня, эгоизм.
желание заполучить, подчинить, это мое, вот тут вот так, или даже продавить, вот дабы было по его, вот тут вот такие какие-то, ну, такие тяжелые отношения. Хотя все начиналось, тут могло начинаться так красочно, ярко, страсть, влюбленность, вот тут как будто бы особо ничего не предвещало. Хотя, повторюсь, первая же карта говорит о том, что он сам по себе одиночка. Этот человек особо не привык там в кого-то вкладываться, во что-то, в какие-то взаимоотношения. Он для себя, себе для себя. Ну, а тут неожиданно ему вот это вот было послано. Может быть, возможность полюбить, возможность создать какие-то, ну, совсем другие отношения, не те, которые там у него форматы были раньше. Но ничего хорошего, я вижу, что как будто бы с этого не получилось. Токсично, ядовито. Вот, кстати, да, все. Вот такая у меня сигнификация на этого мужчину у меня получилась. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, так вот, какая же женщина живет в его сердце? Это вы или другая? Давайте посмотрим, какая же женщина живет в его сердце, а потом зададим вопрос, это вы или кто-то другой. Так, какая женщина живет в его сердце? 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 Так, я хотела эротически взять колоду. Монару. Какая женщина живет в его сердце? Начинаем. Еще даже не все. Так вот. Пожалуйста, хочу посмотреть, какая же женщина живет в его сердце. Ой, соблазн, искушение. Опять-таки, какая женщина живет в его сердце? Ух ты, круто. Шабаш карта вышла. Так, сейчас будем. Какая женщина живет в его сердце? Женщина, которая снесла ему вообще крышу. Он сам по себе у меня выходит. Ё-моё, и тут карта токсично, ядовито переворачивается еще раз. Он сам по себе показан, но у меня тут по карте весы. Видите, человек, который очень долго держал вот это вот равновесие, пытался удерживать, да, между, тут условно изображено сердце, а тут мозг. То есть он был довольно-таки уравновешенный. Даже если там какие-то были у него, ну, там, желания, привязанности, он все это мог контролировать. А тут карта страсть. Женщина, которая снесла ему крышу, он влюбился. Опять мне вышел павлин, девочки. Да что ж ты будешь делать? Павлин. Ой, сочетание какое. Вот такое ощущение, как будто бы этому павлину, тут павлин это мужчина, который знает себе цену, в себя влюблен. Опять-таки себя холит, лелеет, балует, может быть, вкладывается в какие-то атрибуты, ну не то, что там роскошной жизни, а в принципе может себя побаловать чем-либо. У кого-то это, ну, не знаю, у кого-то, может быть, из мужчин это там часы дорогие, какая-то брендовая одежда, какой-то акцентик такой он постоянно делает, что я могу себе это позволить. Вот смотри, какое, вот на себе я не экономлю. Почему-то мне так идет. Так, не знаю, что оно тут у меня так выходит, но, в общем, как будто бы мужчина, тут карта токсичность, по дьяволу, зависимость.
Плюс вот этот вот павлин, это история о том, что тут у мужчины настолько изначально раздуто было мнение о себе, настолько он привык во взаимоотношениях себя ставить на пьедестал, на первое место, свои потребности, желания, тут даже не то, что потребности, тут свои какие-то хотелки, желания, он абсолютно как будто не задумывался до встречи с этой женщиной, может быть, даже о потребностях там женщин, да, каких-то, в принципе, захотел, беру, тебя не устраивает, на твоем месте найдется тут десяток женщин, которые тут будут заглядывать восхищенными глазками, на меня смотреть, да, тут в рот мне заглядывать, тут как будто бы вот. И вот он так себя как-то вел, тут токсично, по дьяволу, мог влюблять в себя, мог манипулировать, мог тут даже такие грязные какие-то манипуляции, тут чуть ли не пикаперские многоходовочки какие-то, причем очень болезненно. И при этом он все равно все это сделал с таким лицом, знаете, типа, а что, тебе что-то не устраивает, а я тебя ни к чему не принуждаю, вот, или так будет, или никак, вот тут вот как-то так, вот, как будто бы, я повторюсь, вот такой товарищ, как будто бы он так вот изначально себя вел, как будто бы он даже не считал нужным там давать женщине понять, насколько она там интересна, насколько там он в ней там заинтересован в этих каких-то взаимоотношениях. Тут как будто бы о себе, для себя, под себя, вот так вот все. Ну, мне так идет, девочки. И тут страсть. И тут как будто бы крышу ему снесло. Вот это вот равновесие какое-то, карта весы, да, тут напрочь он как будто бы утратил. Ну, тут страсть переклинила человека. Так, какая женщина живет в его сердце? Карта кольцо. Тут, кстати, он даже об этой женщине, может быть, думал. Ну, если он там свободен, не свободен, не в этом суть. Он о ней думал как о женщине, с которой, ну, он мог бы создать семью. Тут карта кольцо прям, мне кажется, вот тут мысли были такие прям серьезных взаимоотношений. Но это время как-то прошло, или это раньше было. Это могло как в моменте все произойти. Так. Ну, тут показана женщину, он обидел, карта обида. У какой-то женщины после, ну, тут токсично, дьявол. Я думаю, дьявол в обе стороны отработает. То есть у женщины, скорее всего, тоже зависимость была. Отношения были созависимые. Может быть, вот это сексуальное влечение, тут страсть еще. И по дьяволу это то же самое. Может, женщину накрыло. Ну, чем-то он ее тут обидел. Может, обесценил. У женщины какой-то произошла распаковка, карта шабаш, ведьма. Начала увлекаться эзотерикой, психологией. Тут что-то такое могло быть. Так, женщина какая? Давайте я уточню. Кстати, эта женщина сама по себе, знаете, ну, ресурсно это понятно, но тут чуть-чуть другое. Тут она могла как удачу приносить еще. Если он находился рядом с этой женщиной, и тут золотой телец, она могла сама по себе быть, знаете, как талисманчик. Когда рядышком с ней находятся мужчины, то у них там за счет ее энергетики, за счет, в принципе, какого-то подъема, как будто бы, ну, в их жизнь приходит, ну, вот прям у меня карта якорь, это материалка, стабильность, улучшение в материальном положении. Может, новые какие-то контракты, может, новые шансы, вот именно в бизнесе. Прям, может быть, как, знаете, полоса такая классная. Ну, а потом, когда женщина обижается, уходит, то вместе с ней уходит это и удача у кого-то. Так, в чем это? Что это? Вот у меня опять тут обида, девушка сидит, плачет. Тут карта унижения, тоже девушка плачет. Тут как будто бы
с женщиной опять-таки, он как, ну тут карта друг, расход, расходы и как воздух, охлаждение. Мне такое, как будто бы могло вообще все как с дружбы начинаться, или в принципе она к нему расположена была, эта девушка, ну, хотела для него, старалась для него, может быть, что-то делала, предпринимала. Может быть, даже больше была заинтересована во взаимоотношениях, честно говоря. Но тут о чем? Кстати, если он не свободен, этой женщине вполне возможно очень хотелось карта семья, с ним семью создать. А тут я могу это прочесть, как будто бы она даже могла завидовать его жене до определенного момента, пока она не поняла, какой он на самом деле, этот мужчина, каким он может быть. Знаете, как мужчина держал маску, ну, одевал маску, а тут, может быть, потом в один момент все прояснилось. Кармические партнеры. Люди пришли в жизнь друг друга, дабы научить чему-то друг друга и измениться самим измениться. Так, это женщина. Тут дальше все про женщину. Какая женщина? Женщина где-то своими делами занимается, за ней наблюдают мужчины, подглядывает в том числе этот мужчина. Женщина ухоженная, красивая, женщина. Опять архетип как любовницы тут выходит. Видите, тут в этих чулочках ажурных. Тут на фоне какой-то, уж не знаю, тут мебель какая-то, тут сама по себе в этом каком-то кружевном белье, да, в ажурных чулках. И мебель тоже тут какая-то плетеная мебель, как будто бы, знаете, женщина привыкла жить, ну, не обязательно в роскоши, но вкус жизни она ощущает, она привыкла окружать себя какими-то красивыми вещами, предметами. Тут даже может быть такой подтекст: женщина привыкла получать подарки, сама себя, может быть, даже сама себя баловать. Вот тут вот как-то так. В принципе, женщина тут прям, мне хочется сказать, как конфета какая-то. Так, для него она очень привлекательна. Но и он в то же время тут такой подтекст, он понимает, что и для других мужчин она привлекательна. И еще по этой карте проходит, знаете, подозрение в том, что у нее могут быть тут любовники, какие-то связи. При этом мужчины, которые вкладываются во взаимоотношения, опять-таки, может быть, какие-то подарки дарят этой женщине. Но эта карта так читается. Так, эта женщина для него является тем самым, этим, видите, змеем-искусителем по влюбленным. Тут не поймешь, кто кого больше искушает. То ли девочка этого змея искушает, то ли этот змей эту девочку искушает. Это может быть во взаимоотношениях проигрываться, да, как это в романсе. Кто был охотник, кто добыча. Все дьявольски наоборот. И тут, смотрите, вот эта карта, она так читается. Девочка тут стоит, у нее из-под подол платья, тут какие-то яблочки падают. И этот змей тоже смотрит и ест, ловит эти яблочки. Тут эта карта, она звучит так. Вы соблазнительны, я соблазнителен, да? Как в фильме, да? Я чертовски соблазнителен. Тут как будто бы вы мне интересны, вы меня привлекаете. Вот тут как будто бы вот тут такое вечное, как будто бы искушение, да, соблазн. Девочка, с которой вполне возможно уже разошлись пути дороги, развилка или выбор есть. Карта воров, мудрость. О чем это? Тут вместо того, чтобы сделать, не буду говорить правильный, неправильный выбор, это чуть-чуть не та ситуация, но как будто бы мудрый выбор нужно было сделать или поступить как-то по-мудрому. А вместо этого
Тут карта подарок, видите, злобный клон выскакивает. Может, неожиданно для себя, неожиданно для этой женщины. Как будто бы то ли мужчина как-то поступил очень некрасиво, то ли в принципе ситуация как-то так начала развиваться. Я же говорю, вообще как-то могло быть по-другому совершенно. Так, ладно. Какая женщина живет в его сердце? Та, которая его искушает, соблазняет. Та, которая является для него очень притягательной. И не только для него. Тут тоже такой акцент. Так. Это вы? Девочки, это капец. Это какая-то магия. Вы же знаете, да? Это карта вопрошающей. Женщина. Она единственная на всю колоду. Но я спросила, это вы? Это вы. Тут 100%, тут 200. Ну да. Ну все. На этом расклад заканчиваем. Вы для него искушение, соблазн. Вы для него женщина, которая его манит, будоражит. Шабаш, ведьмочка. При этом он вас этим чем-то обидел. При этом вы могли развернуться, могли даже в сердцах что-то такое пожелать. Да? Либо промолчать, но при этом обидеться. И тут удача как от него отвернулась. Так, страсть головой накрывала этого товарища. Для него это вообще не свойственно, не характерно. Вы как выбили почву у него из-под ног. Ну, все, о чем сказать. Но это сам по себе очень, очень сложный товарищ. Сам по себе мужчина, с которым трудно, очень трудно выстроить гармоничные взаимоотношения. Он может на ровном месте тут быть агрессивным резко, как будто бы, может токсично, может как-то проявляться не очень, ну, скажем так, экологично, да, разрушительно и для себя, и для пары, для своей. Потом даже, судя по этим картам, может сожалеть о том, что он сделал, но оно уже произошло и уже как бы отравляет взаимоотношения. Тут в идеале бы тому товарищу выздороветь, да, и тогда уже выздоровевшим вступать во взаимоотношения, строить. А так, не знаю, не зря ж он тоже вас чем-то привлек вот этим дьявольским павлиним хвостом, да, и токсичным каким-то, уже не знаю, своим воздействием, девочки. Тоже вопрос, почему такой к вам пристал, хотела сказать, ну что-то. Понравился вам такой? Почему вы в него то ли влюбились, то ли заинтересовались им? Вот. Ну, какой-то такой сегодня у меня расклад получился, девочки. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.